Ну что ж, ролик выходит не так оперативно, как мог бы выйти и как ему следовало бы выйти. Но с другой стороны, сам ивент будет доступен еще около недели, поэтому думаю, ничего страшного. Приветствую! Вы на канале Realistic PS, и с понедельничным небольшим обновлением в игре появился новый эпический набор, который посвящен игрокам национальной сборной, а именно сборной Италии. И как и всегда в таких ситуациях, когда у нас наступает перерыв на матчи сборных, когда появляется донатный пак с игроками сборных, у нас, очевидно, появляется ивент, связанный также с национальными командами. И до недавнего времени подобная практика была самой что ни на есть стандартной. Ничего такого не происходило, каждый понедельник или четверг мы играли эти ивенты, забирали награды в виде поинтов, монет, и, в общем-то, все были в какой-то степени довольны. Но все изменилось в прошедший понедельник, когда изменились условия участия. И поначалу многие из нас думали, что это баг, нежели какое-то нововведение, но, судя по всему, это намеренное решение со стороны Konami, и теперь приходится с ним считаться. Я все еще продолжаю ходить вокруг да около, поскольку думаю, что многие из вас уже и без того в курсе всей этой ситуации, но теперь в ивентах, связанных с национальными сборными, нельзя использовать клубные карточки. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. Если же вы играете на ПК, то на PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Также в телеграм-канале PlayRock проходит новый розыгрыш с множеством разнообразных призов, начиная от игровой клавиатуры и AirPods Pro и заканчивая пополнением Steam и звездами в Телеграме. Все это и прочие подробности конкурса будут в закрепленном посте в телеграм-канале PlayRock. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Дело доходит до абсурда, когда вы выбираете определенную национальную сборную, и если у вас нет карточек игроков с этой самой национальной сборной, то есть сборных версий тех или иных футболистов, вам просто кидает состав из ГПшных игроков. Тогда как в составе, возможно, у вас имеются куда более сильные версии этих же самых игроков, только это какой-нибудь Epic, Highlight, я не знаю, может быть Big Time, Showtime, у которого просто клубная привязка. Он вроде бы соответствует национальности выбранной национальной сборной, но тип карточки для игры не подходит. И если вы попытаетесь заменить одну из карточек на более сильную версию, которая не соответствует условиям участия, вас, естественно, в игру не впустит. Самое очевидное объяснение всей этой ситуации, которая приходит на ум в первую очередь, это попытка уравнять донатных и фри-то-плейных игроков. Ведь донатные игроки за счет тех самых донатных паков, неважно, это игроки клубные или это были паки с игроками сборных, они, тем не менее, увеличивают совокупную силу своей команды, они, возможно, при неплохом уровне игры еще и располагают сильным составом из эпиков, шоу-таймов и так далее. И зачастую таким игрокам, причем очень-очень часто, ставят в противостояние именно что фри-то-плейных игроков. И получается этакая неравная борьба ГПшных составов и эпических-шоу-таймовских, бигтаймовских. В общем, вы поняли. И подобным решением, наверное, Konami отчасти пытается хоть как-то эти силы уравнять. Но если попытаться привести какие-то другие аргументы, посмотреть на всю ситуацию в целом, то весь этот аргумент и все это оправдание, выглядит не так оправданно, как может показаться на первый взгляд, потому что здесь также имеется много подводных камней. Понимаете, дело в том, что на замену клубным карточкам, которые теперь недоступны для такого рода ивентов, нам дают ГПшные карточки. А если мы на них посмотрим, то по сути-то они ничем не отличаются от тех же самых клубных карточек. В том плане, что у клубных карточек, там эпиков, бигтаймов, и у ГПшных карточек основная привязка, она клубная. То есть ГПшные карты это не какие-то отдельные версии за сборные. Как, например, помните, в свое время была карточка Сона за Тоттенхэм и за Южную Корею, потому что на азиатские классификационные матчи была отдельная лицензия, и поэтому было две версии одних и тех же футболистов. И вот если бы вместо клубных карточек были вот такие вот именно ГПшные карточки со сборными, это было бы еще хоть как-то оправдано.
сказано. А так получается, что по сути те же самые клубные карточки, только ГПшные, заменяют куда более сильные и клубные версии. Другое дело в том, что сами по себе ГПшные карточки это достаточно универсальные карты, и как мы можем наблюдать на примере этого же ивента, когда от нас требуют именно карточки со сборными, ГПшные карточки, тем не менее, под это условие подходят, чего не скажешь про клубные версии, но все равно выглядит очень странно. И опять же, если мы возвращаемся к аргументу с попыткой уравнять составы фри-ту-плейных и донатных игроков, то и здесь не все так однозначно, потому что те же самые эпические, возможно, бигтаймовские карточки с основной привязкой к национальным сборным, они все еще остаются, а поэтому, может быть, и не весь состав, но половинчатый из донатных карточек у донатных игроков сохраняется. И поможет ли это хоть как-то фри-ту-плейным игрокам, если, опять же, все это было сделано с расчетом на то, чтобы им помочь? Ну, не знаю. А так мы получаем картину, что для фри-ту-плейных игроков вроде бы попытались облегчить ношу, но как будто бы сделали это не до конца, тогда как для донатных игроков просто обрубают возможность использовать те или иные карточки. Например, я вот выловил летом эпическую карточку Адриана, но в дивизионах использую ее чуть реже. И вот как раз-таки ивенты с национальными сборными были бы той самой возможностью, чтобы эту карточку Адриана заиграть чуть-чуть побольше, чуть-чуть почаще. Но поскольку у него упор идет именно на Интер, а не на сборную Бразилии, естественно, я не смогу его использовать. И поэтому уж не знаю, как Konami пытались здесь поступить, хотели ли они сделать как лучше, но в любом случае получилось как всегда, то есть хреново. Важный апдейт. На своем официальном сайте Konami сообщили, что они в курсе касаемо данной проблемы, и по итогу оказалось, что это действительно баг, а не фича. Несмотря на все возникшие неудобства, в целом неправильность, наверное, всей этой ситуации, Konami сказали, что приняли ее к сведению, но до конца самого ивента, то есть до следующего понедельника, они исправлять ничего не будут. Но хотя бы теперь мы знаем, что это не совсем намеренное решение со стороны Konami, хотя кто знает, возможно, таким образом они прощупывали почву, но теперь, судя по всему, все вернется на круги своя. Ну а что думаете вы, дорогие друзья, касаемо всего этого? Разделяете ли вы точку зрения Konami, которые решили поступить именно таким образом, или же разработчики, как всегда, выкинули какую-то ненужную хрень? Обо всем этом и не только пишите в комментариях под этим роликом, также не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх и подписывайтесь на этот канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!